Привет, друзья! С вами Макс, и добро пожаловать на канал «Русский с Максом» для тех, кто изучает и интересуется русским языком. Сегодня я хочу вместе с вами отправиться на прогулку в этот летний день. Дело в том, что я нахожусь в Буэнос-Айресе, и сейчас лето. 2 дня назад было Рождество, и через несколько дней наступит Новый год. Новый год, а ты в шортах. Это просто взрывает мне мозг абсолютно. Это очень непривычно. Давайте пройдемся по Буэнос-Айресу, посмотрим, как выглядит район Палермо, и заодно купим Юле, моей жене, подарок. Главное, чтобы она не увидела это видео раньше, чем я подарю ей подарок. Улица Коста-Рика. Мы находимся на улице Коста-Рика. И мы сейчас идем в район, который называется Палермо-Чика. Ну, не совсем район, скажем так, в место, которое называется Палермо-Чика. Там очень много разных магазинов, ресторанов и других интересных вещей. Да, вот видите, какое новогоднее настроение может быть, когда ты видишь людей в шортах, когда ты видишь, что все зеленое, на улице плюс 30 градусов. Как вообще можно думать о Новом годе? Это очень странно. Это очень-очень странно. И, конечно, привычного новогоднего настроения нет совсем у меня. Но это неплохо, потому что есть другие настроения. Здесь вообще классно в Буэнос-Айресе. Вот здесь вот ремонтируют дорогу. Здесь очень классно, и несмотря на то, что нет классического новогоднего настроения, все равно очень-очень прикольно. Интересный факт, что я привык, что город украшают к Новому году. К Новому году и Рождеству. Да, в России российское Рождество не похоже на католическое Рождество. Рождество — это религиозный праздник. Не знаю, мы практически не празднуем Рождество в России. Меньше гораздо мы его празднуем. Для нас главный праздник — это Новый год. И наш Новый год похож на вот католическое, да, европейское, американское, западное Рождество. Так вот, странно видеть, что город вообще никак не украшен, что нет никаких элементов новогодних. С другой стороны, смотрите, есть пальма. Это не пальма, это банановое дерево. Да, это банановое дерево, а это отель такой вот забавный. Вообще много очень красивых зданий. Надо отойти с дороги. Много очень разных красивых зданий. Но мы сейчас пройдемся и посмотрим на эти здания. Вот посмотрите. Такие вот красивые. Такая абсолютно европейская архитектура. А вот что-то современное уже. В общем, интересно. Город очень интересный, очень разный. Мы сейчас находимся в тихом, спокойном, историческом районе, довольно престижном районе. Но есть и другие районы, конечно, в этом городе. Есть районы, где высокие-высокие дома, где Буэнос-Айрес больше похож на Манхэттен. Но мы в другом месте. Это район Палермо. Так вот, город вообще никак не украшен. Город никак не украшен. И это странно, потому что любой город в России к Новому году обязательно украшается.
его украшают, какие-то гирлянды, какая-то подсветка, не знаю, все что угодно. Дело, правда, в том, что в России в это время темно, а в Буэнос-Айресе сейчас светло. Может быть, поэтому на улице нет огней. А может быть, просто, не знаю, может быть, просто это не так принято украшать город здесь. Кстати, друзья, расскажите в вашем городе, как обстоят дела. Ваш город украшен к Новому году и Рождеству или не украшен? Вот. Что еще интересное могу сказать про мою жизнь в Буэнос-Айресе? Я здесь уже 1,5 месяца где-то. 1,5 месяца я здесь живу. Мне нравится город. Нравится все. На самом деле сложнее сказать, что не нравится. А не нравится, например, ну, вот, смотрите, какие граффити или граффити говорят и так на доме. Мы приближаемся уже к Палермо-Чико. Это такое тусовочное место, где много ресторанов и кафе и всего остального. Давайте посмотрим вот на этот дом. Так, я опять иду по дороге. Смотрите, какой красивый дом. Что это за цвет? Блин, всегда сложно с цветами. Наверное, это... Блин, представляете, я не могу определить цвет. Я, конечно, не дальтоник, но вот такие цвета мне сиреневый или фиолетовый. Ладно, не знаю. Мне сложно сказать. Я знаю черный, белый, красный, там голубой, синий и все. Вот. Да, кстати, смотрите. Насчет голубого и синего. Вот это какой цвет? Это синий цвет. Не знаю, на камере видно ли вам, что это синий. А вот это уже не синий, это голубой. Это голубой. Да. С синим и голубым все просто. А вот со всеми сиреневыми, фиолетовыми и так далее очень сложно. Это Кота, большой гипермаркет. Ну, этот не очень большой, но вообще Кота — это сеть гипермаркетов огромных, где можно купить все, что угодно. Очень удобный магазин, очень удобный. Ты приходишь и в одном месте покупаешь все, что ты хочешь. Давайте посмотрим, а там есть какие-то украшения к Новому году и к Рождеству? Во, смотрите, ура! Так, что-то напоминающее о Рождестве. Давайте посмотрим еще вот здесь. Так, вход. Нет, нет. Здесь ничего нет. Здесь флаг Аргентины, потому что здесь недавно все праздновали победу Аргентины на чемпионате мира по футболу. И вот это, мне кажется, было главное событие для Аргентины. Какой там Новый год, какое Рождество! Вот выигрыш на чемпионате мира, вот это да. Вот это важно, это круто, это интересно. А Новый год — это так. Каждый год Новый год, а чемпионом мира ты становишься только раз в 36 лет. Я пока не пробовал что-то фантастически вкусное в Аргентине. Наверное, нужно знать места, так же, как и в России, например. Нужно знать места со вкусной едой. Ну вот, кстати, в Сербии, не знаю, мне кажется, там все-таки было проще найти что-то вкусное, какие-то вкусные национальные блюда. Вот. Здесь сложнее. Но здесь есть гениальные маленькие пирожки,
которые называются эмпанадос. И вот это просто фантастическая вещь. Почему-то аргентинцы не едят их на завтрак. Так, а здесь где-нибудь есть эмпанадос, чтобы вам показать? Так. Нет, здесь нет эмпанадос. Ну ладно. Короче, маленькие такие пирожки. И говорят, что их нельзя есть на завтрак. Но я часто ем эмпанадос на завтрак, и все нормально. Приятное ощущение, когда ты видишь полицию, и ты не пугаешься. Потому что в России, когда ты видишь полицию, ты обычно стараешься перейти на другую сторону улицы. Ну, или, по крайней мере, у тебя в голове какая-то возникнет мысль, типа... все ли в порядке, все ли хорошо у меня, не сделал ли я ничего плохого. А здесь ты идешь и вообще не думаешь о том, что могут быть какие-то проблемы у тебя с полицией. Вот, да, я начал говорить, что не нравится, да, что не нравится, потому что это легче сказать. Ну, наверное, мне не хватает природы. Я очень люблю природу, и я очень люблю ездить куда-то за город. Но природа для меня — это лес или горы, вот такая настоящая природа, чтобы вот не было людей, лес, животные, птицы, да. Но вот, к сожалению, конкретно в Буэнос-Айресе сложно поехать куда-то и найти лес, потому что здесь вокруг Пампа или Пампасы, по-разному называют. И поэтому леса как такового здесь нигде нет. Я уже был во всех местах, где есть что-то похожее на лес, но ничего подобного не нашел. Поэтому вот это, наверное, главная сложность. С точки зрения города, парки, красивая архитектура, все что угодно, все очень клево. Но вот с точки зрения природы, конечно, да, нужно ехать в Патагонию или куда-то в другую часть Аргентины, где есть горы и леса. Так, ну что ж, надо теперь вспомнить, где была эта улица. Либо это была улица Борхес, а вот, кстати, улица Борхес. Так, либо это была другая улица. Но мне нужно в ту сторону или в ту? Хороший вопрос. Где же тот магазин? Или это вообще была не... Или это была не Борхес? Нет, это точно была не Борхес. Это была не Борхес, это была другая улица. Потому что здесь на Борхес находится одно прикольное место с живой музыкой, ресторан и одновременно концертная площадка. Вот так вот выглядит эта часть города. Очень красиво. Очень красиво. Очень интересно. Такой молодежный, живой город. Не знаю. Люди отдыхают, люди пьют, едят. В общем, очень классно. И несмотря на то, что Аргентина, скажем так, не является лидирующей страной с точки зрения экономики, мягко говоря, удивительно, что я не наблюдаю здесь пьяных людей на улицах. То есть я могу встретить бездомных людей, я могу встретить людей бедных, но я не вижу здесь пьяных людей. Это интересно. Это, наверное, какое-то культурное отличие, потому что, например, в России все немного по-другому. В России ты гораздо чаще видишь людей на улице пьяных, да.
А здесь такого я не думаю, что я... Один раз, по-моему, я видел пьяного человека за 1,5 месяца. Один раз. Вау. Обалдеть. Так, книги. Так, ага. Я начинаю вспоминать. Вот здесь был магазин, где мы купили коляску для ребенка. Видите, там разные коляски. Вот это коляски для детей. Здесь мы купили коляску. И где-то здесь, на этой же улице, наверное, в ту сторону, был магазин. Мы с Юлей проходили мимо этого магазина, вот так вот. И Юля сказала: о, смотри, какая сумка. Мне нравится эта сумка. Если ты захочешь подарить мне что-то на Новый год, то вот это отличный подарок. Ха-ха-ха. Но это было где-то месяц назад. Поэтому Юля, наверное, уже не помнит об этом. Но я помню. Я хочу найти этот магазин и купить эту сумку. Но проблема в том, чтобы найти этот магазин. Я, конечно, не помню название этого магазина, и я плохо помню, где он находится. Но где-то здесь. Я иду в правильном направлении. Удивительно, что в России сейчас зима, снег, холод, а здесь просто настоящее лето, жаркое, очень жаркое лето. Кстати, интересно, что солнце в Буэнос-Айресе очень сильное. Есть такой показатель UV-индекс, типа индекс ультрафиолетового излучения. И вот здесь он просто на максимуме, просто на самом максимуме. То есть днем здесь солнце очень сильно тебя печет, да, и это очень некомфортно, и это вредно для здоровья. Ну, я слышал, что это связано с озоновыми дырами, но я не знаю, так это или не так, я не разбирался в этом вопросе, но я знаю, что очень-очень некомфортно находиться на улице днем, на солнце. Очень жарко. Так, одежда. Мы ближе. Очень жарко и, в общем, некомфортно. Оля. Очень приветливые люди. Очень приветливые все. Это тоже, не знаю, это, ну, я уже привык, конечно, к этому после жизни и в Сербии, и в других странах, но, конечно, разница ощущается. В России люди не разговаривают, незнакомые люди не разговаривают так часто, как здесь. Но, с другой стороны, это иногда неудобно, потому что, ну, я не всегда такой веселый, открытый человек. Иногда мне хочется побыть в себе. А тебе нужно постоянно отвечать на вопросы, здороваться со всеми, улыбаться. Да, сложно поверить, но я не всегда люблю улыбаться и общаться с людьми на улице. Ну, потому что для меня это непривычно, и мне нужно тратить на это дополнительную энергию. Так. Белый свет. Белый свет. Значит, идем. Красный, значит, стоим. Так. Сейчас мы посмотрим. О, смотрите. Атрибутика новогодняя. Новогодняя атрибутика. И опять банановое дерево. Кусок бананового дерева. Найду я этот магазин или не найду? Ну, моя цель не только найти этот магазин, но и показать вам немножко Буэнос-Айреса. Знаете, я видел много видео про Буэнос-Айрес, но я так и не мог представить, как он выглядит. Потому что часто
видео про города снимают как бы в виде нарезок, короткие нарезки. Например, здесь красивый дом, здесь красивый дом, здесь красивый дом, здесь красивая улица, здесь цветок. И получается, что ты не видишь, как выглядит сам город, как выглядят вот улицы. Но ты просто видишь огромное количество красивых домов. Ну и все, и ты не понимаешь, как сам город выглядит, как сами улицы выглядят. Поэтому мне так не очень нравится, поэтому я вам показываю просто вот такое видео, где я иду по улице, чтобы вы могли увидеть, как все-таки Буэнос-Айрес выглядит. Ну, как выглядит район Палермо. Так, пробка. Здесь есть несколько ресторанов, таких самых знаменитых ресторанов, вот типа такого ресторана. Ресторан называется Дон Хулио. Так вот, в этот Дон Хулио нельзя просто прийти и поесть. Тебе нужно заранее записаться. И сейчас можно записаться только на февраль или на март. На февраль или на март, друзья, вы понимаете? То есть на 2 или на 3 месяца вперед уже все забронировано. Кстати, а вот не здесь ли Дон Хулио? Ой, нет. Похожее место. Так, я окончательно потерялся. Диего. Я окончательно потерялся. Сейчас буду смотреть карту. Мне нужно выйти к Пласа Серрано. Я посмотрел карту, где находится Пласа Серрано. И сейчас мы идем туда. Потому что тот магазин находится недалеко от Пласа Серрано. Я очень надеюсь, что я смогу сориентироваться там. Потому что я не знаю название магазина, я не знаю адрес. Но ничего. Так, по-моему, еще один перекресток нужно пройти. Так, ну давайте попробуем. Надеюсь, что я не потеряюсь. Кирпичи стоят. Идет строительство. Так, а сейчас нужно повернуть направо. Ничего себе, я тут никогда не был. Интересный район. Такие низкие дома, очень низкие. Ой, а это что такое? Ого-го! Это, наверное, что это, мандарины или лимоны? Наверное, лимоны все-таки. Хотя, может, и мандарины. Не знаю, друзья. Вы знаете, мандарины это или лимоны? Я не понимаю. Может быть, и то, и другое. А может быть, это вообще лаймы? Да. Эх, вот так вот. Живешь на севере и не можешь отличить мандарин от лимона. Не, ну лимон выглядит не так. Лимон выглядит по-другому. Это точно мандарины. Ух ты! Какая машинка! Вот это да! Вот это класс! Вы знаете, многим очень нравятся всякие современные машины. Я обожаю ретро-стиль. Для меня ретро — это просто самое прекрасное, что может быть. Вообще самое красивое, самый лучший стиль — это ретро. Так, где же Пласа Серрано? По-моему, я здесь уже был. А может быть и нет. Из-за того, что практически весь город выглядит как линии, которые идут перпендикулярно друг другу, да, то есть получается город в клеточку, ну, как и Манхэттен на самом деле, да. Из-за этого
Ну, иногда это помогает ориентироваться, а иногда, наоборот, сложно ориентироваться, потому что все выглядит очень похоже. Все выглядит очень похоже. О, отлично. Кажется, я вижу Пласа Серрано. Да, ура, ура, ура. Так, здесь есть... Нет, здесь тоже нет эмпанадос, чтобы вам показать. Вот когда ты не хочешь эмпанадос, эмпанадос на каждом углу. А когда тебе нужно найти эмпанадос, то все, ты нигде не найдешь эмпанадос. Вот здесь вместо баров и кафе огромное количество разных баров, кафе. И вот она, Пласа Серрано. Пласа, я даже не знаю, как бы мы это сказали по-русски. Наверное, сквер, ну или парк. Ну, Пласа — это как маленький парк. Может быть, площадь, наверное. Наверное, площадь мы бы это назвали. Площадь. Сколько разных языков я слышу. Куча иностранных языков, и английский, ну, конечно, испанский, и другие какие-то языки. Так, и мы опять вышли на улицу Борхес. И я вам говорил, что нет, это не улица Борхес, и все-таки мы оказались на улице Борхес. И я не удивлюсь, если здесь сейчас и будет этот магазин. Кстати, да, похоже. Так, здесь вещи, и здесь вещи. Вот, да, я помню, что вот так, где-то рядом с этим магазином должен быть и тот магазин. Так, наверное, нужно пройти чуть-чуть дальше по улице, потому что я помню тот магазин с одеждой, вот тот магазин с одеждой, который мы прошли. Я помню, что мы там покупали себе вещи. О, Beatles, yeah. Я помню, что мы там покупали вещи, и потом мы шли дальше вот так, и мы увидели эту сумку. Может быть, здесь? Нет. Нет, не здесь. Так, может быть, здесь. Так. Здесь есть какие-то сумки. Блин. Но здесь нет той сумки. Может быть, что ту сумку уже купили, а? А здесь открыто или закрыто? О, магазин закрыт. Черт побери. Здесь какие-то сумки. Мне кажется, что та сумка висела где-то прямо вот здесь. Где-то прямо здесь висела та сумка. Ну, может быть, я путаю, может быть, нужно еще дальше пройти. Так, здесь мясо и сыр. Может быть, Юля подарить... О-хо-хо, зацените, что можно подарить Юле. Вот такую, Оля, вот такую вот огромную ногу. Может быть, Юле понравится. Может быть, Юле понравится. Да, это вариант. Это хорошая идея. Очень хорошая идея. Так. Юля, извини, сумки не было, поэтому держи огромную ногу свиньи или барана, кого там, не знаю. Так. Да, друзья, кажется, миссия провалена. Кажется, миссия провалена. Кажется, мне нужно думать что-то другое. О, может быть, телескоп, чтобы Юля смотрела на звезды? Да, вот это, конечно, интересный поворот. Не ожидал. Здесь, кстати, много интересных вещей. Но нет, давайте пройдем еще вперед. И если мы не найдем ничего, если мы не найдем тот магазин, тогда можно будет перейти на темную сторону силы. Ха-ха-ха-ха. Да. Лайк мастеру Йоде. Так.
Эх. Мотоциклы. Вот, смотрите. Патагонский орел. Вот он какой. Малокубатурный. Вот еще один. Здесь очень популярные такие малокубатурные мотоциклы. Где-то 150-200 кубиков. Вот такие небольшие. У меня был такой же мотоцикл. Ну, вернее, он и сейчас где-то есть, но далеко, и я на нем не езжу, поэтому можно сказать, что его нет. Эх, да, друзья, миссия провалена. Эту сумку уже купили, так что нужно думать, что еще можно купить. Да. Ну что ж, кажется, на этом я заканчиваю видео. Миссия провалена. Ну, знаете, я сейчас выключу камеру, поищу, похожу. Может быть, я все-таки найду что-то интересное. И если я найду, то я вам обязательно покажу. Друзья, я все-таки это сделал. Я нашел другую сумку, но очень-очень классную. Сейчас я вам ее покажу. В общем, вот так вот она выглядит. Такая вот, как мне кажется, прикольная сумка. Не знаю, мне она очень понравилась. Я надеюсь, что Юле тоже понравится. Я сейчас куплю разные конфеты и сладости и положу их внутрь. И она откроет сумку, и там будет много-много разных вкусных сюрпризов. И, кстати, раз уж мы говорили про эмпанадос, то я хочу вам показать эмпанадос. Вот такие маленькие пирожки с огромным количеством начинки. Сыр или мясо, или какие-то другие вещи. Это очень-очень вкусно. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в следующем видео. И до встречи, наверное, уже в следующем году, если это видео успеет выйти в 2022. Да, интересно. Успеет или не успеет? Так, ладно, главное убрать сумку, а то сейчас Юля случайно увидит меня на улице и разгадает все. Да, ладно.